Посмотрите на свои ладони. Просто зафиксируйте на них взгляд. В этих линиях, в этой коже, в каждом шраме и каждой морщине записана история, которую вы привыкли называть своей жизнью. Но если мы сегодня спустимся в самый низ, в тот глубокий подвал вашего подсознания, где хранятся первые чертежи вашей судьбы, что мы там увидим? Давайте вернемся в тот момент, когда ваша история только начиналась. Вы не помните этого момента своим разумом, но ваше тело хранит это ощущение. Состояние абсолютной полноты. Первый вдох, который обжег легкие, первый крик. Вы пришли в этот мир как чистая, концентрированная энергия. В вас не было ни капли страха, в вас не было ни грамма вины. Вы не знали, что такое недостаточность. Вы были целым миром в миниатюре. Тогда вам казалось, что эта жизнь – бесконечный океан возможностей. Вы тянули руки к свету, вы пробовали мир на вкус, вы смеялись просто потому, что воздух касается вашей кожи. Но потом началось строительство. Вспомните тот первый раз, когда вам сказали «Тихо, не кричи, будь удобным». Вспомните тот первый взгляд матери или отца, в котором вы прочитали «Я буду любить тебя только если ты будешь соответствовать моим ожиданиям». Именно тогда, в глубоком детстве, вы впервые взяли в руки мастерок и начали класть первый кирпич своей будущей тюрьмы. Вы начали строить маску. Сначала это было просто защитой. Вы научились улыбаться, когда вам грустно. Вы научились молчать, когда хотелось кричать. Вы научились достигать успехов, чтобы увидеть гордость в чужих глазах, а не радость в своих. Школа, университет, первая работа – каждый этап вашего пути был не развитием вашей истинной сути, а достраиванием новых и новых этажей вашего социального образа. Вы строили здание правильного человека. Вы кирпичик за кирпичиком возводили стены своего статуса. Надо получить диплом, надо купить машину не хуже, чем у соседа. Надо создать семью, потому что время уходит. Надо улыбаться коллегам, даже если от их голосов у вас сводит челюсть. Вы бежали по этой траектории, как заведенный механизм. Вы верили, что если здание будет достаточно высоким и красивым, если фасад будет блестеть на солнце, то та пустота, та маленькая черная дыра внутри вашей груди наконец-то исчезнет. Вы обставляли свою жизнь дорогими вещами, дипломами, связями и планами на будущее. Вы создавали иллюзию прочности. Вам казалось, что вы построили крепость, в которой вы наконец-то будете в безопасности. Но наблюдатель внутри вас, тот самый ребенок, который когда-то смотрел на звезды с открытым ртом, он видел правду. Он видел, что ваше здание построено на песке чужих мнений, на песке навязанных желаний, на песке страха оказаться не таким. Вы построили великолепный дворец, но вы забыли оставить в нем место для самого себя. К 30, к 40, к 50 годам это здание стало настолько тяжелым, что фундамент начал стонать. Вы чувствовали это напряжение в плечах по вечерам. Вы чувствовали это как странный металлический привкус во рту, когда вам нужно было снова идти туда, где вас нет. Вы замечали, что радость стала приходить к вам только через внешние стимуляторы. Покупка, алкоголь, мимолетное признание, новый проект. Но как только действие стимулятора заканчивалось, стены вашего дворца начинали давить на вас с еще большей силой. Вы создали идеальную имитацию жизни, безупречную витрину. Но под этой витриной начали ползти трещины. Сначала это были тихие звоночки, бессонница, беспричинная тревога в 3 часа ночи, когда вы вдруг осознавали, что живете в чужих декорациях. Вы отмахивались от этих мыслей. Вы говорили себе: это просто усталость, скоро отпуск. Нужно просто еще немного поднажать. Еще один рывок, и все наладится. Вы не понимали, что нажать больше некуда, что ваше здание достигло предела своей прочности. Вы пытались реставрировать фасад. Вы меняли партнеров, меняли машины, меняли города. Вы надеялись, что если вы просто перекрасите стены, то фундамент перестанет разрушаться. Но жизнь – это великий архитектор, и она не позволяет строить на гнили. Она смотрела, как вы замуровываете свою душу в этот бетон социального успеха. Она видела, как ваш внутренний наблюдатель гаснет под слоями ваших «надо» и «должен». И тогда жизнь приняла решение. Решение, которое вы позже назовете катастрофой. Она поняла, что вы никогда не выйдете из этой тюрьмы добровольно. Вы слишком много вложили в эти стены. Вы слишком сильно боитесь того, что там, за порогом вашего благополучия. И жизнь зажгла спичку. Она пришла к вашему дворцу с огнем. Не чтобы наказать вас, а чтобы спасти вашего наблюдателя из-под завалов вашей лжи. В воздухе потянуло дымом. Первый этаж вашей уверенности уже начал тлеть.
Но вы все еще продолжали спорить с судьбой. Вы все еще пытались спасти мебель, пока горела крыша. Вы еще не знали, что через несколько мгновений от вашей прошлого не останется ничего, кроме пепла и едкой пыли. Вы стояли на пороге своего великого обнуления. И вот это случилось. Вы слышите этот звук? Это не гром среди ясного неба. Это звук вашей жизни, которая начала складываться внутрь себя, как карточный домик. Сначала медленно, а потом со свистом, от которого закладывает уши. Помните ту секунду, когда вы поняли, что все, что пути назад нет, что старый мир больше не починить? Для кого-то это был короткий звонок в 3 часа дня. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Или «Я ухожу, я больше тебя не люблю». Для кого-то это был взгляд на экран банкомата, где вместо привычных цифр ледяной равнодушный 0. А для кого-то просто тишина в кабинете врача, которая весила больше, чем вся ваша предыдущая жизнь. Вы смотрите на то, как ваша крепость превращается в пыль, и ваша первая реакция – это безумный животный страх. Ваш разум мечется среди обломков. Вы пытаетесь спасти мебель, пока горит крыша. Вы хватаетесь за старые связи. Вы пытаетесь оправдаться. Вы обещаете себе и Богу, что вы все исправите, что вы будете лучше, что вы вернете все на свои места. Вы готовы пойти на любую сделку с совестью, лишь бы остановить это разрушение. Лишь бы вернуть ту уютную, привычную тюрьму, которую вы называли своим успехом. Но огонь не слушает оправданий. Вы стоите на пепелище. Едкая гарь разъедает глаза. Пыль ваших достижений оседает на ваших плечах серым тяжелым слоем. И в этой точке вы чувствуете не просто боль, вы чувствуете исчезновение. Потому что вместе с вашим домом, вместе с вашим статусом и вашими деньгами исчезли и вы сами. Присмотритесь к этому ощущению. Оно самое важное. Кто вы такой, если у вас забрать вашу должность? Кто вы такой без вашей машины, вашей квартиры и вашего счета в банке? Кто вы такой, если от вас отвернулись те, чье одобрение вы покупали годами? Оказывается, что за фасадом успешного человека была пустота. Вы настолько привыкли идентифицировать себя со своим имуществом, со своим брендом, со своей ролью в этом социальном спектакле, что вы забыли, где заканчивается декорация и начинаетесь вы. И сейчас, когда декорации сгорели, вы обнаружили, что вы голый. Вам кажется, что мир несправедлив. Вы спрашиваете небо: за что? Я ведь все делал правильно. Я соблюдал правила. Я строил. Я старался. Почему ты забрала у меня все? Но наблюдатель внутри вас, тот, кто смотрит сквозь ваши слезы, он видит другую картину. Он видит, что это не мир забрал у вас жизнь. Эта жизнь забрала у вас тюрьму. Вы не могли измениться, пока у вас было за что держаться. Вы бы никогда не решились на шаг в неизвестность, пока в вашей камере кормили по расписанию. Вы бы продолжали гнить в своих фальшивых отношениях, в своем скучном бизнесе, в своей имитации бытия до самого конца. Жизнь любит вас слишком сильно, чтобы позволить вам это. Она видела, как ваша душа задыхается под слоями бетона и пластика. Она видела, как вы превращаетесь в функцию, в манекен, в робота, который только потребляет и производит, но больше не чувствует вкуса воздуха. И жизнь сделала единственное, что могло вас разбудить. Она подожгла вашу реальность. Разрушение – это не катастрофа. Это высшая форма милосердия. Это очистка пространства. Вы когда-нибудь пробовали построить что-то новое на свалке старых вещей? Невозможно. Чтобы пришло новое, старое должно уйти окончательно. Оно должно превратиться в пепел, который станет удобрением для вашей будущей траектории. Ваша боль сейчас – это не боль от потери денег или любви. Это боль вашего эго, которое теряет контроль. Ваше эго думало, что оно хозяин. Оно думало, что оно построило вечную империю. Но реальность показала ему его истинный размер. Вы не ваши вещи. Вы не ваш статус. Вы не ваше прошлое. Вы – это то, что остается, когда уходит все. Посмотрите на свои руки. Они все еще здесь. Почувствуйте свое дыхание. Оно все еще здесь. Прислушайтесь к своему сердцу. Оно бьется не ради вашего статуса. Оно бьется просто потому, что жизнь хочет продолжаться через вас. Вам страшно смотреть в будущее, потому что там пустота. Но именно в этой пустоте и скрыта ваша истинная сила. Когда у вас нет ничего, вам больше нечего терять. Вы стали неуязвимы. Вы стали прозрачны для ударов судьбы, потому что бить больше не почему.
Вы вышли из игры в накопление и оказались в пространстве бытия. Посмотрите на тех, кто никогда не переживал крах, кто всю жизнь идет по прямой, ровной дорожке. Посмотрите в их глаза. В них есть покой, но в них нет глубины. В них нет того света, который рождается только в эпицентре взрыва. Вы сейчас проходите через черную дыру своей биографии, но физика говорит нам, именно из черных дыр рождаются новые галактики. Ваше разрушение было неизбежным. Оно было прописано в вашем коде судьбы в тот самый момент, когда вы решили пойти по чужому пути. Ваша система просто не могла больше выдерживать этот диссонанс. Вы просили о переменах? Вы хотели проснуться? Поздравляю, вы проснулись. Да, рассвет на пепелище выглядит серым и холодным, но это рассвет. Вам кажется, что время ушло, что вы опоздали начать сначала. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Если ваше старое здание рухнуло, значит, оно не было вашим. Значит, оно было построено из гнилых материалов. И если бы оно не рухнуло сейчас, оно бы убило вас своим весом через 10 лет. Вам дали шанс построить все заново. Но теперь на граните. Теперь осознанно. Теперь не для того, чтобы казаться, а для того, чтобы быть. Вы чувствуете этот странный, ледяной покой, который начинает пробиваться сквозь вашу панику. Это голос вашего наблюдателя. Он говорит: «Все в порядке. Мы просто убрали лишнее. Теперь мы можем начать по-настоящему». Не спешите восстанавливать фасад. Не бегите склеивать осколки старой чашки. Дайте пеплу остыть. В следующей части мы разберем парадокс времени. Мы посчитаем, сколько на самом деле стоит ваш вчерашний день и почему точка вашего нуля – это самая дорогая покупка в вашей жизни. Ничего не бойтесь. Пожар уже закончился. Теперь начинается жизнь. А теперь закройте глаза. Всего на несколько секунд. Слышите этот звук? Тик-так, тик-так, тик-так. Это не просто часы на стене. Это звук вашего самого дорогого, невосполнимого актива, который утекает сквозь пальцы, пока вы пытаетесь осознать масштаб катастрофы. Давайте займемся математикой вашей души. Это будет больно, но это единственное лекарство, которое сейчас способно вас разбудить. Представьте перед собой огромный таблоид. На нем хроника вашей жизни. Прямо сейчас. Прожито дней 14 247. Это примерно 39 лет. Посмотрите на эту цифру. Из этих 14 тысяч дней 4700 вы просто спали. 1200 вы провели в дороге, в пробках, в метро, в самолетах, перемещаясь из одной точки ожидания в другую. Еще 2000 дней вы потратили на обслуживание быта, походы в магазины, уборку, пустые разговоры по телефону и листание ленты, которая не дала вам ничего, кроме чувства неполноценности. А теперь самое страшное. Времени, потраченного на страх, 3600 дней. Вы боялись, что о вас подумают. Вы боялись не успеть. Вы боялись потерять то, что вам на самом деле не принадлежало. Вы боялись признаться себе в том, что вы несчастливы. Времени, прожитого по чужому сценарию, 98%. Вы исполняли роль хорошего сына, прилежного работника, удобного партнера. Вы строили декорации, в которых вам нечем было дышать. А теперь посмотрите в самую нижнюю строчку. Время, проведенное в истинном присутствии. Там, где вы чувствовали каждую клетку своего тела. Там, где вы знали, что вы – это вы. Там, где вы были по-настоящему живым. Знаете, какая там цифра? У большинства людей там 12 дней. 12 дней за 39 лет. Вам не кажется это безумием? Вы потратили 14 тысяч суток, чтобы накопить вещи, которые сейчас сгорели. Чтобы выстроить связи, которые сейчас оборвались. Чтобы создать имитацию, которая сейчас рассыпалась в прах. Это и есть великий парадокс. Мы копим годы, чтобы пожить когда-нибудь потом. Мы бережем силы для какого-то мифического будущего, в котором мы наконец-то станем собой. Мы откладываем свою траекторию на завтра, на понедельник, на следующий год. Но пожар, который случился в вашей жизни сегодня, он обнулил не только ваше имущество, он обнулил ваш долг перед прошлым. Слышите? Вы больше ничего не должны своему вчерашнему дню. То здание, которое рухнуло, оно забрало с собой все ваши ошибки, все ваши провалы, все ваши «я должен был сделать иначе».
Огонь поглотил ваши неверные решения вместе с гнилым фундаментом. И вот тут наступает момент, от которого у вас должны пойти мурашки. Сегодня нулевой день вашей новой хроники. Да, у вас прожито 14 тысяч дней, но это был демо-режим. Это была репетиция в пустом зале. А сейчас занавес поднялся, декораций нет, сцена пуста. Но в зале сидит один единственный зритель, чье мнение действительно важно. Это ваш наблюдатель. И он смотрит на вас не с жалостью, он смотрит на вас с любопытством. Он спрашивает: «Ну что, теперь, когда тебе нечего терять, что ты действительно хочешь построить?» Вы думаете, что все кончено? Оглянитесь. Мир не остановился. Солнце все так же встает на востоке. Земля все так же вращается. Ваши таланты, ваш интеллект, ваша способность чувствовать и созидать, они не сгорели, они стали чище. Вы стоите на самой дорогой строительной площадке в мире. Знаете, почему она дорогая? Потому что за право стоять здесь вы заплатили всем своим прошлым, всем своим комфортом, всей своей ложной безопасностью. Это цена вашей подлинности. Многие люди мечтают об этом моменте всю жизнь, но так и не решаются на него. Они продолжают жить в полуразрушенных плесневелых домах своей судьбы, боясь выпустить из рук ржавый ключ от старой калитки. А вас вытолкнули в открытый космос. Ничего не потеряно. Ничего. Если у вас остались ваши глаза, чтобы видеть истину, если у вас остались ваши руки, чтобы сжимать штурвал, если у вас осталась ваша воля, чтобы сказать «я начинаю», вы уже победили. Вы можете все вернуть, но пообещайте мне одну вещь. Вы не будете восстанавливать, как было. Зачем вам снова строить тюрьму, из которой вас только что спасли? Зачем вам снова звать в свою жизнь людей, которые предали вас в первую секунду пожара? Зачем вам снова гнаться за вещами, которые не дали вам ни одной минуты истинного счастья? Теперь вы будете строить на граните. Фундамент из честности перед самим собой. Стены из ваших истинных интересов. Крыша из вашей свободы. Ваша новая империя смысла будет небольшой. Возможно, поначалу она будет казаться хрупкой, но она будет вашей. Посмотрите на таблоид еще раз. Цифры начали меняться. Обретено право на ошибку. 100%. Обретено право на риск. Безгранично. Обретено право быть собой. Навсегда. Вы не опоздали. Вы только что прибыли на старт. Вам кажется, что 39 лет – это много? Для Вселенной это мгновение. Для наблюдателя это один кадр. У вас впереди еще 1000 дней, и каждый из них теперь может весить больше, чем все ваши прошлые годы вместе взятые. Потому что теперь вы живете с открытыми глазами. Завтра, когда вы проснетесь, первая ваша мысль будет по привычке о потере. Но остановите ее. Скажите себе: «Я не потерял дом, я обрел горизонт». Разрушение закончено, дезинфекция завершена. Ваше пространство пусто, и оно готово принять вашу новую силу. В следующем эпизоде мы разберем, почему вы снова и снова оказываетесь в одной и той же боли. Почему вы, даже после пожара, подсознательно ищете спички, чтобы сжечь все заново. Мы взломаем ваш циклический сценарий, но это будет завтра. А сегодня просто дышите. Чувствуйте этот холодный, свежий воздух на пепелище. Это запах вашего первого дня. Прожито дней 14 247. Но жизнь начинается только сейчас. Напишите в комментариях одну цифру. Сколько полных лет вам сегодня? Это ваша точка отсчета. Зафиксируйте ее здесь, как дату вашего нового рождения. И помните, наблюдатель доволен вами.